Всем привет-привет! Продолжаем новый челлендж и посмотрите, как красиво двигается люстра. Время ночь, я без вас не играла, и вот мы приехали в бар, и сейчас мы закажем еду, чтобы он здесь поел, и тоже возьмет еще с собой несколько порций, чтобы продержаться на этой еде, ну, где-то недельку, да, мы возьмем вот картошку фри, хумус, она, конечно, будет не свежая, но в прикуску с овощами она ему нормально так заходит. Доминик посещает бары по ночам, потому что у него все еще есть страх, что его узнают, найдут и вернут в апокалипсис. И сейчас, пока вот он вернулся домой и начал делать скульптуру, я вам озвучу, что у нас изменилось в правилах. Изначально у меня было одно правило для строительства дома – это снять испытание «Жизнь без удобств», а за это нужно заплатить 6000 симолеонов. После этого у нас бы на участке появился свет и вода, и можно начинать строить дом. Но, обсудив нюансы с вами в комментариях под прошлой серией, мы совместно добавили еще несколько правил. И одно из них – это прежде чем мы начнем строить дом, мы должны купить этот участок в собственность, а за это нужно заплатить 20 000 симолеонов. И таким образом участок станет нашим, и уже после этого мы можем здесь строить, что хотим. Но перед этим мы еще должны заплатить 1000 симолеонов, чтобы Доминик оформил себе паспорт. Ну и, соответственно, уже после этого подключать ИКОМ-услуги и выкупать участок. Какие еще важные изменения в правилах? Первое – это я удаляю душ. Я, наверное, перемещу вот его в багаж, потому что когда Доминик, когда у него появится возможность на столярном станке сделать ванну, соответственно, когда он дойдет до этого уровня и сделает ее, то будем считать, что вместе с ванной он смог сделать и душ. Тогда вот только после этого я верну ему душ обратно. Следующее изменение в правилах касается растений. Изначально я ограничила использование читерных способов заработка, таких как рисование, фотография, но оказалось, что садоводство это тоже достаточно читерно, потому что в прошлый раз мы за день сразу заработали 2000 на цветах. Поэтому больше продавать цветы, растения я не буду. Мы их выращиваем только чтобы их для готовки и варить из них зелья. А деньги больше зарабатывать на этом способе я не буду. Зарабатывать мы будем только вот на скульптурах, на поделках. Поэтому Доминик как раз и начинает делать сейчас скульптуры вместо мебели. Также мы продолжаем изучать навык собирательства и искать новые растения. Кстати, у него теперь есть второе имя, это Давидыч, потому что его так назвали в комментариях, и ко мне это прилипло. Доминик, сын Давидика, это мой любимый персонаж из челленджа «Апокалипсис», поэтому он у нас Доминик Давидович. Ну, а коротко будет Давидыч. Еще я ему купила мусорку, она вот выглядит как обычная бочка. Гриль, мне кажется, у него из такой же бочки, потому что у него выпало, что стала плохая обстановка, так как он ест еду, да, и оставляет тарелки, поэтому пришлось вот купить бочку, чтобы он немножко прибрался на участке. Но сначала нам нужно срочно сходить в туалет. Спрятался за своим вот огородом. Это он так у меня поел овощей, что теперь он сидит третий раз он сидит на туалете. И давай, нужно немножко еще здесь убраться. Начинается новый день, и он будет очень важным, потому что сегодня у нас будет первая распродажа. И так как еще рано, Доминик проснулся засветло, у него есть время, поэтому он решил вот поизучать зелья. И я не могу этого не сказать. Я прохожу челлендж «Апокалипсис» уже больше полугода, не играя ни во что другое, а здесь все такое зеленое, все такое яркое, здесь невероятные рассветы и закаты, что для меня, знаете, это какой-то новый уровень в Симсе. Как будто я купила Sims 5, и теперь я играю вот в новую игру, где круче графика, где красивее картинка. Вот что делает с людьми
апокалипсис. И давайте начинать. Переоденемся в ежедневную одежду. Так, посмотреть багаж. Мы, кстати, нашли еще несколько лягушек, поэтому их мы тоже будем продавать. И давайте я добавлю... А что? Гномиков нельзя? Медведя вот можно. Блин, а я столько гномов наделала, а их нельзя. Обидно, обидно. Тогда у нас мало, у нас на сегодня мало запасов для продажи. Будут выручать лягушки, значит. Распродажа уже началась. Давайте поставим наценку. Так как он новичок, да, то начнем с 20%, с 25%, я думаю, потому что это наши первые товары, о нас еще не знают. Так, заходите. И у нас первые покупатели пришли. Давайте он с ними познакомится, как раз ему общение нужно. Так, Доминик, давай познакомимся и заодно порекламируем продукты. О, у нас что-то купили. Ура, процесс пошел. Так, у нас сколько было? 640 вроде бы, да? Нужно запомнить, чтобы потом посчитать, сколько мы заработаем. У нас хорошо идут продажи. Давайте еще добавим товары на стол. Смотрите, все разбирают. Еще что-то можем положить на стол? А то всего 3 фигурки осталось. 2 места осталось. У нас там в запасе есть еще что-то? Так, еще 2 лягушки и фигурка, поэтому продолжаем распродажу. Подходите, выбирайте. Уже половина товаров распродана, поэтому не тяните. Нужно быстрее выбирать. И вот мы уже все из багажа продали. Остался один медведь. Возьмите медведя. Вот, парень, вот он должен его взять, мне кажется. Мне кажется, ему понравился медведь. Сейчас мы попробуем его предложить, поздороваемся с ним, да? Вот, возьмите медведя. Купила? Да, 250 симолеонов. Это много, это очень много. Закрываем, тогда закрываем распродажу, потому что нам нечего больше продавать. И что у нас получается? Мы заработали около 1000 сегодня. Для первого раза считаю неплохо, но в дальнейшем будем делать тогда больше все-таки дорогих скульптур. И вы знаете, Давидыч бросил там всех гостей, потому что там же все взрослые, ему с ними особо не интересно, а он заработал денег и решил отметить это дело, заказав себе любимую картошечку фри. И да, мы на фастфуде сейчас, поэтому сейчас вот он поест и вернется на участок. Следующие несколько дней мы занимались садом. Я, кстати, перенесла большую часть львиного зёва в багаж семьи. Не продавала, а именно просто перенесла в багаж, потому что у нас уже его есть много в запасах, поэтому дополнительно его выращивать в таком большом количестве, да, и тратить на него время сейчас смысла нет. Ну и, конечно же, мы мастерили поделки. Ему очень понравилось зарабатывать деньги вот таким способом. Он очень доволен и гордится собой. Поэтому, знаете, он с таким энтузиазмом делает новые поделки и уже думает, на что потратить свои первые деньги. И сейчас идет, наверное, уже где-то 3-й день, как мы тут с Домиником собираем растения, делаем скульптуры, и он заболел, но это какая-то хорошая болезнь, потому что у него помощь звезд и удачливость. Написано, что он работает от этого быстрее, поэтому вот мы без остановки делаем скульптуры. И завтра у нас будет очередная распродажа, и еще у него теперь вот на коже клеверочки, и это удачехоз. Он заражен на 3 дня, и при этом он притягивает удачу.
У меня тут на участке все больше и больше гномиков появляется, и я не пойму, это мои, которых он сделал, или это фишка нового дополнения, но я их уберу сейчас всех в багаж. И, кстати, Доминик прокачал еще один уровень собирательства, и у него появилась опция помедитировать на природе. Давайте посмотрим, что это такое. Получается, это как медитация на подушке, просто он может делать это на земле, и подушка ему для этого не нужна. Я думаю, знаете, он сейчас сидит и подсчитывает, сколько же он завтра сможет заработать и что он на это купит. Так как он подросток, то навряд ли он будет сразу копить на покупку участка или подключение электричества. Знаете, первым делом, я думаю, он захочет купить себе какую-нибудь новую одежду и принарядиться. И вот этот день настал, но прежде чем начать распродажу, покажу, как он хорошо подготовился. Вот у него здесь есть и большие скульптуры, и много лягушек, которых он нашел при раскопках. И давайте выложим все товары на стол и начнем дворовую распродажу. Сегодня узнаем, сколько мы заработаем на больших скульптурах, и подумаем над дальнейшим планом нашего развития. Давай, Доминик, включай свою харизму, будем торговать. Что-то ничего у нас не покупают, поэтому давайте тогда здороваться и рекламировать продукты, а то все стоят и только смотрят. Начали покупать. Мы начали проходить нашу жизненную цель, а это наша цель челленджа. Так, ну что, у нас сейчас 1100, запомним эту цифру. А там летит, смотрите, даже феечка летит к нам. Так, девушка, вы хотите посмотреть? Давайте, проходите, подходите поближе, смотрите. Я сегодня столько наделал скульптур, и все великолепного качества. Ой, ну почти все. Разбирайте, берите, это очень-очень хорошие вещи. А цена у нас также плюс 25, да? Да, цена такая же. Вот, видите, забрала девушка наш товар великолепного качества. Продажи пошли. И вот мы уже начинаем продавать большие скульптуры. Давайте посмотрим, сколько у нас их еще осталось. Осталось всего 2 дровосека, но это у нас должны быть самые дорогие скульптуры. Так, Доминик, давай, порекламируй еще товары. Подходите, покупайте. У нас это самые лучшие остались и в последнем экземпляре. Вам обязательно нужно это купить. Последние минутки распродажи и последние 2 скульптуры. Подошли новые соседи, но чувствую, что мы не успеем все распродать. И вот эта дама, которая сейчас общается с Домиником, рассказала ему, что он может не просто вот так вот торговать, а открыть свой магазин, но для этого ему нужно получить паспорт. Он загорелся этой идеей, поэтому в ближайшее время мы пойдем оформлять ему паспорт. И на этом заканчиваем распродажу, со всеми прощаемся и идем спать. 2800. Получается, сколько мы заработали? Около 1700, да? А у меня тут опять визуальная сказка. Это очень красиво. И пока Доминик спит, я вам покажу, что я убрала мусорку в багаж семьи, потому что я нашла для себя один лайфхак. В баре мы теперь заказываем сразу несколько порций еды, и когда здесь стояла мусорка, то он одну порцию съест, а так как еда у него испорчена, то он сразу выбрасывал вот и свою тарелку, которую он поел только что, и всю вот эту вот еду из багажа. А ездить в этот бар нужно через экран загрузки. Мне это лень, поэтому я убрала мусорку, чтобы он, знаете, не выбрасывал больше пропавшую еду, и мне не нужно было так часто ездить в бар. Понедельник начинаем с помывки в нашем прудике. Живя на улице, очень часто приходится мыться. И пока Доминик уже вот занимается садом, покажу, что он нашел на собирательстве. Смотрите, он нашел питаю,
Она, правда, растет только осенью. И сейчас было еще что-то интересное. Так, где это? Вот мы еще нашли перец, у нас его не было. Вот, мы нашли плод растамана. Не знаю, что это такое, но мы его сейчас посадим. И вот, мы еще нашли фейский росток. И почку бонсай. Поэтому сейчас вот это вот все новенькое мы посадим. А это почему нельзя? Посадите фейский росток из багажа в садовую клумбу, горшок или землю. А я так и делаю, разве нет? Ладно, тогда обратно в багаж. Вот, и теперь доступно. Давай, посадить фейский росток. Доминик призовет мать природу, которая одарит его особыми чарами. После этого Доминик сможет завершить метаморфозу. Продолжить? А какую метаморфозу? Давайте посмотрим, что это такое будет. Ого! И что? К нам пришла мать природы? Можно попросить чары. Хорошо, что это такое? Так, она ему какое-то зелье втюхала. И что? Исчезла? И наш росточек исчез. Так, как-то несправедливо. В новый мир. Пока действуют чары матери природы, Доминик может пройти метаморфозу в лунном роднике. Я поняла. Это он может превратиться в фею. В течение суток у него есть возможность превратиться в фею. Но мы этого делать не будем, потому что для меня вот цель этого челленджа – это изучить больше землекопание, землеварение. И тогда, пока вот он сейчас изучает все про зелья, я пойду подберу ему новую одежду. Не зря же, он делал скульптуры и продавал их. И вот, здравствуйте. Вы посмотрите на этого красавчика. Он же у нас подросток, поэтому он вот прикупил себе худи, широкие брюки, конверсы. Соответственно, эту же одежду я оставила у него для костюма, праздника, на лету и на зиму. То есть это получается один костюм. И он еще себе прихватил белье. Наконец-то теплое и чистое. Потому что он же спит на земле, палатка тоже стоит на земле, и частенько ему бывает холодновато. И это у нас получается второй костюм. Старую одежду он не выбросил. В одном он будет мыться, а в другом заниматься спортом. Потому что жалко выбрасывать. Одежда по 500 симолеонов у нас стоит. Получается, он купил 2 комплекта одежды. Каждый комплект мы с вами решили, что будет стоить по 500 симолеонов. Поэтому списываем 1000, и у него остается 1660. Кстати, может быть, тогда сразу он сходит и подаст заявку на оформление паспорта. Давайте тогда я спешу сейчас у него еще 1000. Все, осталось всего 660. Но зато он у нас теперь красавчик в чистой одежде и скоро будет с паспортом. А сейчас давай мы с тобой съедим порцию испорченной картошки. И сидит на своих собственно сделанных стульях. Ну, красавчик, да? Так, спать? Подожди, а я же хотела тебя за паспортом отправить. А ты хочешь сначала поспать? У нас теперь вот повсюду лежат грязные тарелки, так как я мусорку убрала. Ну, ладно, ребенок пошел спать. Будем считать, что сегодня он сходил, сфотографировался, заплатил налог за паспорт, а завтра он его сходит и получит. Долго он не проспал, проснулся в 9 вечера, и все равно, так как мы за паспортом не успеваем, поэтому пойдем заниматься нашим огородиком. Кстати, вот это вот растение, вспышка, корень, у него есть опция. Так, сейчас покажу.
Вот, подключить к сети электроснабжения. Я попробовала, и если на нее нажать, то на участке появляется электричество. Вам не нужны никакие ветряки, не нужно проводить коммунальные услуги. Но для меня это очень читерно, поэтому я не буду этим пользоваться. Но такая возможность есть. И вот вернулся наш, выдали ему паспорт, теперь он гражданин Иннисгрина. Вот. Одну цель на пути к богатству мы выполнили, и следующим шагом, думаю, будет подключение электричества, потому что он уже задумывается об открытии магазина, он, знаете, ждет, что вот когда ему исполнится 21, он подаст заявку на открытие ИП, и он сегодня будет проводить распродажу. До начала у нас еще есть время, поэтому попрактикуемся немножко в зельях. И из-за того, что я убрала мусорку, в багаже у него теперь сохраняется испорченная еда, но зато теперь у нас мудлет о том, что вокруг очень грязно. И я вам еще хотела похвастаться. Все скульптуры, которые он сделал, все великолепного качества. Поэтому я думаю, раз они великолепные, то мы сегодня можем поставить наценку побольше. Так, давайте начнем обслуживать стол. Сейчас, конечно, очень рано для распродажи, но здесь такой город, знаете, волшебный. Здесь в основном живут одни феечки, поэтому, я думаю, они у нас не работают, и они спокойно могут прийти к нам что-нибудь купить. И сейчас начинаем дворовую распродажу и повысим цены. На 100% я уж не буду повышать, знаете, чтобы тоже за серию не закрыть все цели, но на 50 для великолепного качества, мне кажется, будет норм. И вот первый покупатель. Я же говорила, что все придут, хоть и рано, но все придут. И запоминаем, что начинаем мы с 300 симолеонов. Вот, скажи, посмотрите, что я сделал. Все великолепного качества. О моих скульптурах уже знают и даже в других городах. Сюда приезжали люди из других регионов, чтобы купить мои скульптуры. Поэтому вот, выбирайте и обязательно покупайте. Очень быстро у него все разобрали, остались вот 3 последних дровосека. Доминик где-то успел подхватить опять болезнь. 2 дровосека осталось. Возьмете? 1 дровосек. Ну что, дама, может быть вы? Это последний экземпляр. На сегодня таких больше нет. Но не хочет, видимо, не хочет она его забирать. И у нас было 300, а стало 3400. Получается, мы заработали 3000 симолеонов. Но и времени на поделки, кстати, он потратил в 2 раза больше. Все, ушел наш ребенок спать, а завтра вновь ему предстоит опять работать и делать скульптуры. Проснувшись на рассвете на следующий день, первым делом мы проверяем, что у нас выросло в нашем огородике, и собираем урожай. У Доминика написано, что через 1 день у него день рождения. Давайте проверим это по календарю. У нас сегодня четверг, день рождения написано будет в пятницу, но так как у нас нет торта, то в этом случае день рождения обычно случается на следующий день. Поэтому праздновать мы будем в субботу. А до этого момента у нас все те же цели. Это создавать как можно больше скульптур, чтобы получить как можно больше денег и открыть свой магазин. Надеюсь, что с открытием магазина наш доход будет больше, чем от распродажи. А сейчас он нашел вот виноград, и я уже подумала, что он будет делать винишко, чтобы продавать его. Но виноград растет только осенью, и яблоки тоже растут осенью, поэтому, видимо, ему еще рано думать о винишке, он будет его делать уже в более взрослом возрасте.
Доминик трудился весь четверг и всю пятницу, и вот завтра он уже будет праздновать день рождения. Он подготовился, он, кстати, убрался на участке и сейчас вот тоже ухаживает за своим огородом, чтобы, знаете, все было идеально, чтобы пришедшим гостям нравилась обстановка. И сейчас уже мы отправимся спать. И вот этот день настал, суббота, и мы сегодня празднуем день рождения. Представляете, Доминик станет взрослым человеком, ну, молодым человеком, да. Первым делом он, конечно же, сейчас помоется, и потом устроит себе праздник живота, поедет в бар и закажет там себе самую дорогую еду. Самой дорогой едой здесь оказалась рыба с жареным картофелем, поэтому ее Доминик как раз и заказал. Смотри, тебе уже даже принесли еду. Что, пойдем есть за столом, да, как взрослые цивилизованные люди. С днем рождения, Доминик! Желаю тебе достичь всех твоих целей и создать счастливую семью. И еще одно важное событие на сегодня – мы открываем распродажу. Эта распродажа будет в честь его дня рождения, поэтому, надеюсь, он много заработает. И давай, начинаем распродажу. Пришли первые покупатели. Я думаю, Доминик, знаете, будет рассказывать всем, что у него сегодня день рождения, и что в качестве подарка они могут купить его скульптуру. Давай, Доминик, рассказывай о своем дне рождения всем. Ну и плюс у него, конечно же, товары все великолепного качества, поэтому, я думаю, они не смогут устоять и не купить. И вот, случилось день рождения. Жизненную цель я ему выберу такую же, как у него была в подростковом возрасте, так как, когда мы пройдем эту жизненную цель, то у нас выполнятся и цели челленджа, они вот одинаковые. А вот черту характера я подумала заранее, какую ему взять, и решила, что раз он постоянно на улице, то возьму ему любитель природы. Распродажа, конечно же, у нас продолжается, но мы подхватили какую-то болезнь. То ли ему надо было чаще мыть руки, то ли его заразил какой-то сосед. И это гном-магнетит. Доминик периодически ловит от себя очень своеобразный запашок, на который тут же слетаются гномы. Так, Доминик, а ты спать пошел? Извини, но у нас еще идет распродажа. У нас еще 3 скульптуры осталось. Давай их продадим. И вот последний, друзья, последний медведь, который у нас остался. Взяли его? Все, его взяли, и мы завершаем сегодняшнюю распродажу. День рождения, я считаю, прошел успешно. У нас уже 6000 симолеонов. Получается, сколько? Мы около 3000 за сегодня заработали. И в завершении своего дня рождения Доминик пришел вот к красивому пруду. Это все находится в нашем районе, чтобы, знаете, отдохнуть, насладиться видом и, конечно же, поставить себе цели на следующий жизненный этап. Ну, а я на этом с вами буду прощаться. В следующей серии мы будем лечиться от болезни с помощью зелья и подключать коммунальные услуги, чтобы в дальнейшем накопить на открытие магазина. Если у вас есть какие-то предложения по геймплею, то пишите обязательно, потому что вместе с вами мы вот создаем новые правила для этого челленджа. И на этом все. Спасибо за просмотр. Пока-пока.